Так, что еще можно добавить? Ну, короче, вот так вот. Вот буквально несколько минут назад я вот решил вот такие по-другому переделал. До этого была другая система подвода этих термопар. Поэтому мне они не всегда попадали то, когда верхний нагреватель начинает двигать, он мне попадали под него. Сейчас я их как бы установил ниже, поэтому он за них не задевает. Можно в эту сторону вести. Как бы позволяет провода и сюда, и туда. Что хотелось добавить еще, вот теперь я сейчас телефон вытащу, паузу поставлю, секундочку. Она не стояла на паузе. Ну ладно, вот, что хотелось мне добавить. Эта термопара вот с этим проводом, с верхним нагревателем, она пришла мне в оголенном виде. Как-то оголенный он такой был. А тут видно ведь какой-то в тряпочку вроде какой-то перемотана. Поэтому она не принимает температуру комнатную. А этот был оголенный. Поэтому я взял вдоль вот такие отрезочки, вырезал и обмотал с термоскотчем. И очень хорошо получилось, что так, что они никуда не перемкнут, во-первых. И вообще четко получилось. И потом сюда вот короб такой, на стенке, который провод, короб крепится, я его туда, ну такой достаточно длины туда, ну сантиметров 10-15 я его туда утопил в трубку. Сюда поставил и болтиком зажал, чтобы у нас болтик и тут фиброчка, чтобы болтик у нас не соприкасался с трубкой. Ну это для чего так делал? Думал, что если провод оголенный, чтобы не корротил на этот корпус там какой-то, так как заземления у меня у этого прибора нету. И я его просто туда утопил, как говорится, вот в этот короб. Можно, если что, вот гайку придерживаешь, вытаскиваешь, например, если как-то провод, или наоборот туда вставляешь. Очень удобно получается, провод получается нигде не мешает. И в любом виде можно его установить. Ну, добавлю, как я это сделал. Трубка дюроалюминиевая. Это полностью облицовка, точнее наличник для дверного внутреннего замка. Под кнопку я вырезал, отверстие вырезал, чтобы насадить на эту трубку. Там хомутиком зажал. Втулку сделал, знаете, есть такая, как сказать, обыкновенная изолента. А у нее вот такой сердечник. Я его вытащил и туда обмотал трубу, как говорится, трубку. Вырезал лишнее и хомутиком прижал. И получается смазал, и она четко в ней, как говорится, вращается. Ну а внизу я поставил, конечно, подшипник. И тут такие вот, один вот такой уголок закрепил. И снизу пластину вот этого же уголка обрезал туда вот так. Туда его там закрепил снизу. Тут этот уголок закрепил хомутами. Тут болтик такой специально, чтобы она вот не двигалась вот так. Но это одного болтика мало, надо бы с этой стороны тоже поставить. Так, что еще добавить? Вот эту пластину я временно поставил, это, ну вот это вот, на чем провода крепятся. Пластинки вот эти шайбы, которые с одной стороны шайбой вот этот провод зажимается, а с другой стороны я вот эти, как их правильно, которые одеваются, такие штырьки, вытачивал самодельным дремелем. Ну это у меня радиатор, уже я говорил, широкий этот уголок. Что у меня тут еще есть? Тут точно так же наличник второй от дверного замка. Но только что у него тут, я его отпилил, вот так отрезал, он как бы тут лишний. Ну и надо было мне вот этот сам нагреватель, когда его совмещаешь сюда, чтобы он наравне вот здесь по центру был. Я вот так совместил, и получается четко. Что еще хочу добавить? Раньше тут я хотел внутрь поставить кулер, но там питания у меня не было. Вот я вышел из этого вот таким способом. Есть обыкновенный кулер, который же в принципе там же стоял, такими же саморезами с той стороны, например, или кулер с той стороны, а это саморезы крепились отсюда. Так вот я их вот так завернул вглубь сюда, как бы, и получается на посадочное место он туда у меня. Так, я сейчас отодвинул немножко.
на посадочное место, он вот эти вот гнезда, он так своей резьбой садится и все. Потом я беру вот так блок питания и включаю питание ему туда. Перевожу, например, вот у меня в данный момент 5 вольт. И вот от 5 вольт, например, могу там, ну он от 12 вольт работает. Пока 5 вольт нормально. И вот он сейчас сюда дует. Как бы сильно сразу не нужен такой сильный обдув. Пускай потихонечку обдувает. Ну все, в принципе, что еще? Если кому интересно, задавайте вопросы. Ну, если кому не интересно, то и не интересно, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Дальше будет вообще ничего интересного. Поэтому это шутка. Так, ну всем, кому было интересно и не напрасно потратил время. Поэтому вы видели, что эта нагрузка, состоящая из 2 ламп, держала температуру, не роняла и не увеличивала, а держала ту, которая ей надо было, примерно, я говорю. Ну все. Всем пока. Удачи.